Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 15 октября, вторник. Как всегда, о важнейших событиях сегодняшнего дня. Знаете, у меня читал вот со вчерашнего дня материалы для сегодняшнего выпуска, и такое странное ощущение появилось, что включились в действие какие-то мощные потусторонние или закулисные силы, которые решили серьезно изменить ситуацию в мире. Ну, в частности, из Саудовской Аравии поступает сообщение, что саудиты серьезно решили и уже предпринимают конкретные действия для того, чтобы увеличить добычу нефти. По мнению саудовского министра, которого цитирует издание Fortune, цена нефти за баррель может в скором времени упасть до $50. Я напомню, что сейчас эта цена составляет где-то 74,4, причем за последние сутки она упала примерно на 3,4 или 3,5%. То есть это серьезное и быстрое падение. В связи с этим ожидается, что самой большой жертвой вот этой акции саудитов, которые до последнего времени их кронпринц был огромным другом Путина, так вот, самой большой жертвой этого шага саудитов станет именно Российская Федерация. Могут отчасти пострадать и Соединенные Штаты, но не вся промышленность США, а нефтяная, энергетическая, которая связана с разработкой газа и нефти на шельфе. Но это так сказать, одна из отраслей, но низкие цены, наоборот, могут привести в целом к бурному развитию американской промышленности. Тут вспоминает золотые годы, 90-е годы прошлого века. И я их иногда вспоминаю в этой связи, когда на заправке галлон бензина стоил 99 центов. Возможно, мы сейчас и двинемся в этом направлении. Что касается России, то это смертельно, потому что себестоимость добычи нефти в России гораздо выше. И считается, что это просто катастрофа. В этой связи один из европейских специалистов по нефти, которого цитирует издание The Fortune, пишет, цитата: «Это явление, то есть ожидаемое резкое падение цен на нефть, обуславливает краткосрочную эскалационную логику войны России с Украиной, которая требует быстрых успехов на поле боя до того, как возникнут условия на рынке нефти с низкими ценами». То есть, согласно этому мнению, Раше необходимо торопиться и очень торопиться, потому что скоро может денег не хватить. С этой же точки зрения солидаризирована группа международных экономистов, я, пожалуй, в следующем выпуске вам расскажу об этом, которая в целом анализирует ситуацию в экономике России, приходит к выводу, что денег в том количестве, в котором это запланировано в оборонном бюджете, вернее, в военном бюджете России на следующий финансовый год, может и не быть. И там цена с нефтью, ожидаемое падение, это только один из факторов. Другой фактор, там резкое падение экспорта российского оружия там, и так далее. Короче говоря, и все это, значит, как-то сходится на 2025 году, когда, значит, считается, что Россия, бобик то ли издохнет, то ли пузырь лопнет. В общем, что-то такое произойдет. С другой стороны, то, что происходит на фондовых рынках Соединенных Штатов Америки, это напоминает какое-то начало бума. И в основном, основная фаза его, как считается, произойдет уже после президентских выборов. Но есть надежда вот в связи с падением цен уже на нефть и с теми успехами фондового рынка, что это может сказаться и на результатах нынешних выборов, что будет в пользу той партии, которая находится сейчас у власти. Одновременно, то есть говоря о потусторонних, в кавычках, естественно, силах, я имел в виду те, которые могут повлиять на саудитов, в частности, на их кронпринца.
который совсем недавно был дружественным с Путиным, а также на Нетаньяху, премьер-министра Израиля, потому что он также буквально на днях заявил о том, что Израиль нанесет удар, и, видимо, этот удар должен состояться до президентских выборов в Соединенных Штатах Америки, поскольку затягивать с этим делом Израиль не может. Но Нетаньяху сказал, что этот удар не будет нацелен на военные объекты, на ядерные объекты, вернее, не будет нацелен на ядерные объекты, не будет нацелен на нефтяную инфраструктуру. Ну, так получается, что потенциальная цель – это военные объекты, что естественно. Но, обращаю внимание, нефтяная инфраструктура из этого списка потенциальных целей изъята, что можно расценить как согласие правительства Израиля, лично Нетаньяху, ну, каким-то образом помочь, ну, может быть, даже если не помочь, то не вставлять палки в колеса Камалы Харрис на предстоящих выборах, поскольку если бы Израиль нанес удар вот сейчас по нефтяным объектам, ну, то есть тут в печати американской была информация о том, что Белый дом уговаривают израильские власти не предпринимать одно, другое, третье, ну, чтобы негативно не повлиять на выборы в США, в частности, ростом цен на нефть, или информация о том, что Израиль не слушает просьб и рекомендаций Белого дома. Ну, вот. Ну, а поскольку, значит, Израиль благоприятно так, отвечает на просьбы из Вашингтона, это можно расценивать как позитивный сигнал для демократов, для Харрис на предстоящих выборах. Это вот то, что я бы сказал из разряда неожиданных. Я вот лично не ожидал этих новостей. Совсем недавно еще казалось, в частности, новости из Саудовской Аравии казались практически невероятными. Ну, теперь новости, так сказать, настораживающего характера. Поскольку выборы в Соединенных Штатах начались уже, предварительное голосование, и как свидетельствуют предварительные оценки, правда, так, конкретных цифр еще, в общем-то, не особо их надежных цифр появилось до сих пор, но оценки предварительные свидетельствуют о том, что два кандидата идут, что говорится, как говорится, нос к носу. Их разделяет буквально там считанные доли процента. По большинству оценок, которым я доверяю, Харрис несколько опережает Трампа, но это опять-таки где-то находится в рамках статистической погрешности. Поэтому, значит, думаю, есть смысл рассмотреть некоторые шаги, которые конкретно уже разрабатываются в кампании Трампа, что он будет делать, если станет президентом. Ну, первое. Ему готовит подарок его большой друг Орбан. Вы знаете, я вам рассказывал об этом, что Соединенные Штаты вместе с ЕС готовили и готовят 50 миллиардов долларов, которые должны быть переданы Украине до конца этого года, то есть пока Байден находится у власти. Так вот, Орбан предпринимает титанические усилия для того, чтобы сорвать этот проект. Значит, для этого он хочет сделать так, чтобы сделать невозможным эту акцию при нынешней администрации, чтобы сделать возможно только после президентских выборов. А что для этого нужно сделать? Для этого Евросоюз должен несколько изменить процедуру замораживания вот этих активов российского Центробанка не на полгода, а на 3 года, как это хотят американцы, и тогда сумма в 35 или 39 миллиардов долларов превращается в 50, плюс американские еще где-то 10 миллиардов, немножко больше добавляется. Орбан хочет сорвать это решение ЕС. Ну и тогда, если он сделает этот подарок Трампу, Трамп приходит к власти и заявляет, что вот Европейский Союз принял, вернее, не принял то решение, которое позволило бы нам выделить деньги на помощь Украине в рамках вот этих 50 миллиардов. Поэтому я выполняю свое обещание, которое анонсировал мой вице-президент, с которым мы шли в паре, это Венс, который сказал «ни цента Украине». То есть Орбан
лихорадочно пытается развалить вот этот проект о предоставлении Украине 50 миллиардов долларов совместными усилиями Евросоюза и Соединенными Штатами Америки. В это время рассматривается проект в недрах избирательной кампании Трампа. В отличие от 2016 года, когда сам Трамп не верил, что он будет избран президентом, и поэтому там даже кандидатур у них не было, кого он может назначить на руководящие посты, если его изберут президентом. А сейчас они разрабатывают конкретные программы. В частности, программа по борьбе с беженцами, которых он, разделяя, видимо, рекомендованную Кремлем политику «разделяй и властвуй», в ходе которых он выбрал объект, так сказать, ненависти со стороны американского электората, ненависти виновного во всем плохом, что творится в Америке, это эмигранты. И начать, видимо, решили с беженцев. Но там он уже прошелся, причем не по всем иммигрантам. Он выбрал ту группу, в отношении которой, видимо, среди стратегов Трампа считается, что горевать особо никто не будет. Это гаитянские беженцы, которые, как сказал Трамп, едят кошек и собак. Ну вот, решено, видимо, нанести удар и по украинским беженцам, которые оказались в Соединенных Штатах Америки в результате российской агрессии февраля 2022 года. Что планируется? Эти беженцы должны, согласно соответствующей программе миграционной, находиться здесь не более 2 лет. Затем это можно продлить. Но вот ожидается принятие решения, что никакого продления не будет. То есть, если человек приехал сюда в марте 2022 года или там летом 2022 года, то летом 2024 года он должен быть, то есть прошедшее уже лето, он должен был или продлить, или покинуть территорию Соединенных Штатов Америки. Программа Трампа предусматривает жесткий лимит. 2 года и все. После этого начинается депортация отсюда. Сначала начнут с мужчин призывного возраста, а потом и всех остальных. Это будет объясняться тем, что, ну, во-первых, Украина нуждается в солдатах на поле боя, а во-вторых, нечего, значит, здесь тратить средства американских налогоплательщиков. То есть ожидается очень жесткая позиция, очень жесткая практика по этому вопросу. И как мне говорят специалисты в области миграции в Соединенных Штатах Америки, выход тут, в общем, немного выходов. Или сочетать брачными узами человека, мужчина должен жениться, женщина выйти замуж, или же попытаться получить визу H-1B, виза для людей с неординарными способностями в различных сферах искусства, науки там, и так далее. То есть, короче говоря, человек, который претендует на эту визу, он должен иметь квалификацию, осуществлять здесь какую-то работу, которую не может выполнить гражданин Соединенных Штатов Америки. Но надо сказать, что еще со времен первого срока Трампа требования к аппликантам, которые хотят эту визу, резко ужесточились по сравнению с предыдущими американскими администрациями. Стало очень сложно получать. Планка для вот этих экстраординарных способностей была завышена. Поэтому на легкий путь здесь рассчитывать не приходится. Повторяю, это то, что уже планирует Трамп сейчас. Ну и очень прискорбно, что аналогичные действия, но не так драконовские, я бы сказал, но уже предпринимаются рядом стран Евросоюза. Причем в значительной степени они меняют свою политику в отношении украинских беженцев из-за 3 причин. Первое – это лоббирование правительства Зеленского, которое просит их выводить из стран, прежде всего, людей призывного возраста. Второе – это наличие, действительно, среди этих беженцев украинских значительного количества мужчин призывного возраста. И третье – это те, как считают соответствующие страны, растущие и большие затраты, которые приходится нести соответствующим налогоплательщикам в Европе на содержание или на помощь этих беженцев.
По этому поводу Le Monde вышла с большой статьей. Я думаю, это ознакомление с этой статьей, что происходит, будет весьма полезно гражданам Украины, в том числе и беженцев. Поэтому я постараюсь привести ее содержание как можно подробнее. Итак, несколько стран ЕС ставят под сомнение условия приема украинских беженцев. Норвегия, Венгрия, Чехия ввели ограничения на въезд и на социальные права тех, кто спасается от российского вторжения. Эти страны или их правительства выразили обеспокоенность по поводу того бремени на содержание беженцев и присутствия мужчин военного возраста или призывного возраста, который приходится нести соответствующим странам. Значит, через более чем 2,5 года после вторжения России в Украину некоторые европейские страны занимают более жесткую позицию в отношении приема беженцев, бежавших от войны. В сентябре, в конце 27-го, правительство Норвегии объявило о прекращении предоставления автоматического убежища всем украинцам, которые его запрашивают. Причем это объявление, это решение правительства Норвегии вступило в силу немедленно. В настоящее время в этой стране с населением 5,6 миллиона человек проживает около 85 тысяч украинцев. Издание напоминает, что сразу после российского вторжения в Украину Европа мобилизовалась для приема помощи украинским беженцам. Норвегия предоставила им автоматическое убежище. То есть без всякого рассмотрения достаточно заполнить форму, и ты автоматом получаешь это право. А Европа предприняла аналогичные шаги. ЕС задействовал директиву о временной защите, которая позволила беженцам поселиться в стране по своему выбору. Любая страна Евросоюза. Ну, правда, у каждого правительства другие разные правила и размеры предоставляемых социальных услуг, к которым относятся жилье, работа, банковским услугам. Они, то есть люди, которые получили эти права, могут свободно перемещаться между странами ЕС и Украиной. И таким образом в конце июля этой временной защитой, имеется в виду этого года, в целом пользовалось примерно 4,3 миллиона украинцев. Теперь, значит, в Норвегии с 27 сентября заявления украинцев из западных областей страны, такие как Львовская, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Ровенская, теперь будут рассматриваться в индивидуальном порядке, а не автоматом, поскольку эти регионы считаются безопасными, так как находятся вдали от линии фронта. Норвежское правительство обосновало такую жесткую позицию, сославшись на влияние потока беженцев на социальную ситуацию в стране, на жилищное строительство, медицинское обслуживание в школах там, и так далее. Но и министр, соответствующий, министр юстиции Норвегии сообщила, что среди беженцев растет доля мужчин, многие из которых находятся в призывном возрасте. А Украина изо всех сил старается пополнить ряды своих военных. Ну и тут ссылка есть на отдельный материал, в котором цитируется якобы украинский солдат по имени Сергей Гнездилов. Странная, конечно, фамилия для украинца, но тем не менее. И заглавие этого интервью с ним «Уклонение от службы в армии стало национальным видом спорта». Хотя, с другой стороны, согласно статье в Le Monde, в Евросоюзе некоторые страны подходят к ситуации менее деликатно. То есть считается, что Норвегии подошли деликатно. А вот в Венгрии ситуация, говорят, значительно хуже. Так, в конце августа в Кочи, небольшом венгерском городке в 80 километрах от Будапешта, около 100 украинских беженцев, в подавляющем большинстве женщины и дети, были внезапно выселены из общежития, в котором они до этого проживали с начала войны. «Они нас выгнали. Куда мы можем теперь пойти с нашими детьми?» – сказала мать из Закарпатья. Ну, разразился скандал. Националистическое правительство Орбана в конце концов организовало экстренное размещение этих людей. Однако она отстояла указ, изданный в конце июня, который значительно ужесточил условия приема украинских беженцев. Он оставляет право на размещение людей из регионов, непосредственно пострадавших от войны.
но исключает западные области Украины, откуда прибывают многие венгерские беженцы, часто из мадьяроязычного меньшинства. Кроме того, правительство Орбана утверждает, что затягивание войны оправдывает пересмотр системы помощи для примерно 30 тысяч украинских беженцев в Венгрии. Как говорится или утверждается, среди них 4 тысячи человек жили на деньги венгерского государства, не работая. Ужесточается правило приема и содержания украинских беженцев в других странах. С 1 сентября украинские беженцы в Чехии, где их было принято более 300 тысяч человек, могут пользоваться бесплатным жильем только в течение первых 90 дней после прибытия. Это очень мало, говорят венгерские активисты из неправительственных организаций. Они отмечают, что это решение было принято правительством, которое, в принципе, очень хорошо, позитивно относится к Украине. Почему это происходит? Потому что мы наблюдаем изменение климата в обществе. Все больше людей, чехов, думают, что украинские беженцы получают больше денег, чем сами чехи. Хотя это не так. Согласно статистике, подавляющее большинство украинцев в Чехии работают и отдают в виде налогов больше, чем получают в виде помощи. Это по состоянию на начало сентября. Однако в социальных сетях страны развернулась отвратительная волна ненависти против военных беженцев после распространения ложной информации о социальной помощи, на которую они имеют право, якобы имеют право. На самом деле, это беженцы, которые имеют право на долгосрочную финансовую помощь от чешского государства, эта помощь ограничится 180 евро в месяц на взрослого человека. Ну, зависть и глаза велики. Эти 180 евро, наверное, в социальных сетях превращаются в невероятные цифры с большими нулями. Популистская правая оппозиционная партия, ОНО, бывшего премьер-министра Бабиша, которая лидирует сейчас в вопросах общественного мнения, и опираясь на эти слухи в социальных сетях, начал обсуждать вопрос о увеличивающемся прибытии или потоке мужчин трудоспособного возраста из Украины, задаваясь вопросом, это что, они беженцы от войны или же это просто экономические мигранты. Усложняется ситуация для украинских беженцев в Нидерландах. В августе 130 из них сообщили в Красный Крест о том, что потеряли жилище. И количество тех, кто теряет крышу над головой, в 4 раза больше, чем в предыдущие месяцы. То есть людей в растущих масштабах выдворяет из квартир или из общежитий, где они там сейчас находятся. В середине августа власти Утрехта объявили о закрытии крупного центра приема беженцев в городе, который был одним из крупнейших в стране, в том числе для наиболее уязвимых категорий населения, включая матерей с детьми, беременных женщин и несопровождаемых несовершеннолетних. Красный Крест смог позаботиться лишь о некоторых из них. В настоящее время в стране проживает 114 тысяч украинских беженцев, 91 тысяча из которых находятся в центрах приема. И некоторые политические лидеры хотят ограничить льготы, которые предоставляются этим беженцам. Власти утверждают, что украинские мужчины, выдающие себя за беженцев, на самом деле являются трудовыми мигрантами. И новое правительство намерено бороться с трудовой иммиграцией, которая считается неправомерной. Но более гостеприимные. Есть две из всего этого мрачного списка. Есть две страны, которые считаются более гостеприимными для украинских беженцев. Первое место – Польша. Польша, господа. Недавний пересмотр политики в отношении украинских беженцев не является повсеместным в Европе. В Польше, которая приняла около 2 миллионов беженцев, первое место в ЕС. Критика о украинизации Польши в связи с приемом украинских беженцев и опасения по поводу расходов на их содержание исходят в основном от ультраправых политических групп, которые, однако, набирают обороты в вопросах.
общественного мнения. Но тут надо сказать, что еще до начала российского вторжения Польша испытывала достаточно серьезную нехватку рабочих, и приходилось приглашать, или как тут пишется, обращаться к работникам из Азии и Ближнего Востока. Поэтому высококвалифицированный состав беженцев из Украины был, собственно говоря, подарком для польской экономики. И в результате они заполнили значительную часть этого рынка труда, поэтому критика экономического влияния, то есть цен, расходов на якобы содержание украинских беженцев, она как-то отходит на второй план. То есть беженцы приносят больше пользы экономически, нежели каким-то образом негативно на нее влияют. Германия тоже приняла большой контингент беженцев, общая численность которых составляет примерно 1,1 миллиона. Страна предоставляет пособие, которое является высоким и является предметом споров. Некоторые, задаются вопросом, немцы, или политические, как правило, ультраправые лидеры, не слишком ли много 1,1 миллиона беженцев. Размер помощи считается вот этими ультраправыми слишком щедрой. Допустим, семья из 4 человек, украинских беженцев, может получать до 3500 евро в месяц, не работая. 2/3 украинских беженцев в Германии – это молодые женщины, в среднем 28 лет, половина из которых приехала с детьми. И почти 3/4 вот этих женщин имеют высшее образование. То есть это очень, считается, высокая степень квалификации, что упрощает их интеграцию в жизнь вообще в Германии, в экономическую систему. Но есть и сложности с языком, это занимает какое-то время. Но тем не менее, значит, в Германии в целом ситуация более-менее благоприятная, поскольку правительство страны выступает за долгосрочную интеграцию вновь прибывших в германскую экономику, и она должна принести пользу как беженцам, так и рынку труда. Схема ЕС продлевается из года в год. Теоретически ее срок не может превышать 3 лет. И первоначально этот срок должен был закончиться в начале марта 2025 года. Однако в июне Европейский совет принял решение продлить эту программу до марта 2026 года, то есть дольше установленного срока. Потом посмотрим. И в значительной степени они будут смотреть на то, что будет происходить в Соединенных Штатах Америки. В Соединенных Штатах Америки, если выигрывает Камала Харрис, люди могут не опасаться каких-то сумасшедших, драконовских, безумных мер в качестве, в виде массовой депортации. А вот что касается Трампа, то это вполне вероятно по многим причинам, поскольку он обещал снизить те затраты, которые Америка несет на другие государства, а беженцы – это представители этих других государств. То есть при нужной раскрутке в подконтрольных средствах массовой информации Трамп мог бы это все презентовать как немедленное выполнение своих обещаний. Борьба с иммиграцией. Повторяю, она, скорее всего, если начнется, в случае, если Трампа изберут, начнется с мужчин, а потом всех остальных, у которых истек срок. То есть американцы, они не будут нарушать законы. То, что уже продлено, но оно не могло быть продлено надолго, по большому счету. И вот в этой связи я хотел бы с вами еще поговорить по важному одному вопросу, который касается иммигрантов. Украинских иммигрантов в Соединенных Штатах Америки, которые уже стали гражданами, и от которых зависит судьба президентских выборов в Соединенных Штатах, а следовательно и судьба Соединенных Штатов, и Украины, и по большому счету всего мира. 5 ноября этого года украинская диаспора в Соединенных Штатах может решить судьбу выборов. Второй раз за последнюю новейшую историю. Первый раз это было в начале 90-х годов, в последние месяцы существования Советского Союза, когда президент Буш-старший,
приехал в Киев и призвал украинцев не выходить из состава Советского Союза. Затем последовали президентские выборы в США, на которых папа Буш шел на второй срок. И, как говорит полулегенда, во всяком случае, конкретных документов по этому поводу нет, но мне говорил об этом сотрудник Белого дома, который работал у Буша-младшего и который принимал участие в кампании Буша-старшего, который тот проиграл. То есть согласно его утверждению, в подавляющем большинстве украиноязычная диаспора в США проголосовала против Буша за вот эту речь, которую назвали в Америке chicken, то есть цыпленок по-киевски, ну а в русскоязычном варианте котлетой по-киевски. Вот сейчас может произойти нечто подобное, причем еще в более драматических формах. Дело в том, что, как вы знаете, судьбу этих выборов могут решить несколько штатов, которых называют swing штатов, которые могут то ли в одну сторону, то ли в другую склониться. И самый важный из этих swing states – штат Пенсильвания, в котором в ходе голосований будет выбрано 19 делегатов на тот съезд, который уже дальше будет голосовать, отдавать свои голоса, вернее, не голосовать, это уже формальность, а просто отдаст голоса за президента соответствующей партии. Это штат Пенсильвания, в котором проживает от 100 до 200 тысяч. Некоторые говорят, что это где-то 150 тысяч. То есть, так, по большому счету, во всяком случае, в избирательной кампании демократов точную цифру неизвестно, но это украинская диаспора. Там живут представители разных возрастных групп. Самая, так сказать, исторически старая группа – это те, которые сюда переселились, начиная с 1949 года, после Второй мировой войны. Ну и традиционно они были близки к республиканской партии. Причем республиканская партия – это вот та партия Рональда Рейгана. Это рейганисты. А почему республиканская? Потому что она считалась так самой антикоммунистической, следовательно, антисоветской партией, в отличие от демократов, которые пытались там наладить какие-то более мягкие отношения с Москвой, с Кремлем. Затем была существует группа иммиграционная, которая прибыла сюда с территории бывшего Советского Союза после развала СССР. В этой группе, как считается, больше представителей, так сказать, либеральных кругов, следовательно, надо полагать, демократической партии. Они, как-то так, более мягко относились к вопросу о Советском Союзе, коммунизму, разлива там 80-х и начала 90-х годов, поскольку там уже никакого этого коммунизма абсолютно не было. А среди этой группы, как считается, достаточно много сторонников демократической партии. По большому счету в Америке считается, что вопросы внешней политики не играют главной роли при выборе, за кого голосовать. Но вот серьезное отличие составляет вот эта избирательная кампания, где папа Буш проиграл. Там внешнеполитический вопрос стал для него решающим. Сейчас, возможно, то же самое. И вот туда, в штат Пенсильвания, приехал обозреватель Вашингтон-Пост. Помимо Вашингтон-Пост, он еще является комментатором CNN, зовут его Джош Рогин. Достаточно такой известный человек. И у него собственный блог, который считается влиятельным. Буквально несколько дней я услышал, что Камала Харрис в ближайшие несколько дней должна выступить у него там, на этом шоу Джоша Рогина. И вот он поехал туда, в Пенсильванию, для того, чтобы оценить, как там обстановка среди украинской диаспоры. Поскольку, как он пишет, вот то, что там, как там проголосуют украинцы, это и может решить вопросы Америки, и Украины, и всего мира. Пока он ехал туда, в Пенсильванию, он логично так прикинул, что, собственно говоря, у украинской диаспоры вроде бы и нет другого варианта, кроме как голосовать за Камалу Харрис, поскольку она твердо высказалась, что она будет оказывать помощь Украине,
что да, причем высказался она еще даже более внятно, чем это звучало в последнее время от Байдена, что до победы Украины. А вот эти все разговоры о том, что надо идти на переговоры с Путиным, и, возможно, там придется там, что-то с территориями, что-то уступить там и так далее. Она назвала это планом капитуляции Путину, который необходимо исключить. С другой стороны, Трамп гнобил Зеленского, называл его самым великим, ну, умелым, да, попрошайкой, который как приедет сюда, так и уезжает с очередной то 60 миллиардов. Помню, Трамп однажды ляпнул, даже 100 миллиардов долларов отсюда увез Зеленский, хотя этого никогда не было. Ну, Трампу не впервые врать-то. Вот. Затем тот план урегулирования, который, ну, собственно, самого плана он так и не раскрыл, по большому счету. А те междометия, которые он произнес, я имею в виду Трамп, свидетельствуют, что это опять очередная капитуляция Путину. А вот вице-президент Венс, который идет вице-президентом, он однозначно сказал, ну, во-первых, меня не волнует, что происходит в Украине, во-вторых, ни цента Украине, никакой помощи абсолютно. Ну и традиционно между президентом, тот кандидатом в президенты и его напарником, который идет в вице-президент, не должно быть никаких различий и противоречий в области внешней политики. Но это немыслимо просто, не может кандидат в вице-президенты иметь собственную программу внешней политики, отличную от того, кто идет в президенты. То есть вот то, что сказал Венс, ни цента Украине. И, значит, деваться некуда, иди на переговоры с Путиным. Вот это, собственно говоря, и является платформа Трампа. Ну и вот с этими мыслями Джош туда и направился. И к своему изумлению он обнаружил, что чуть ли не до 40% украинцев, проживающих в Пенсильвании, они там проживают в компактных районах, самый крупный – это Филадельфия, и он обнаружил, что до 40% украинцев там, они могут проголосовать за Трампа. И он не мог понять, как это случилось. Причем он беседовал с достаточно разными, так сказать, представителями разных групп, социальных слоев, активистов. Среди них была женщина, которая в течение где-то 30 лет возглавляла Лигу женщин американского, украинского происхождения, значит, в Филадельфии. Затем это был священник одной из украинских православных церквей. Затем он беседовал там с представителями католического храма. Ну и, наконец, просто с украинцами. И вот они поделились своими мнениями о том, как они смотрят на вот этот вопрос, как они оценивают позиции Камалы Харрис и Трампа в отношении, значит, Украины. И является ли это для них главный вопрос или не является? Ну, значит, по первому вопросу, значит, считается, что украинцы, хотя они за Украину, они за свою историческую родину, но, с другой стороны, они консервативны. Это тонкий намек на то, что вот эти все выкрутасы, которые якобы приписывают демократами, там, трансгендеры, вот эти все гендерные вопросы и так далее. То есть многие, особенно представители старшего поколения, смотрят на это негативно. Ну и, видимо, с экономикой там что-то как-то. Ну, давайте обсудим эти вопросы. Вот сейчас, так сказать, в более широком масштабе, чем это сделал Джош Рогин. По поводу экономики. По поводу экономики, как я бы сказал, здесь стоит бум сейчас, ожидается понижение цены на нефть, бензин будет дешевый. То есть предстоящий год обещает экономический бум по всем показателям. Причем бум начинается администрацией Байдена, почему бы ей это не продолжить. Затем, значит, у Трампа вся его, во-первых, у него нет экономической программы фактически, а разговор о том, что моя экономическая программа – это качать нефть и газ. Она теперь не имеет смысла, поскольку вот мы ожидаем падения цен на нефть до $50 за баррель, а это где-то вот критическое, то есть это ударит по американской нефтедобывающей промышленности самым серьезным образом. И она перестанет играть роль локомотива американской экономики. То есть
трамповская так называемая программа, она летит в тартарары. Ну, наконец-то, по большому счету, значит, смотрите, я Трампа изучаю примерно с 1988 года. Сначала как бизнесмена, как человека, потом политика там и так далее. Но смотрите, так большая картина перед нами. Человек унаследовал более 400 миллионов долларов от своего папы, почти полмиллиарда. Начал амбициозный бизнес. В этом бизнесе он потерпел 6 банкротств. Это уже достойно рекорда Гиннесса. До такой степени, что ни один американский банк ему больше кредитов не давал. И тут грянула братская помощь из Кремля при Путине. Это тогда, когда в стране было полно грязных денег, и их надо было отмывать. И она грянула, причем об этом говорил сын Трампа, который возглавляет сейчас Трамп-организацию, этот самый бизнес. В конце 2000-х годов он публично сказал, это факт, что в нашей деятельности, в нашем бизнесе деньги из Раши играют непропорционально большую роль. Но и это не помогло. Значит, с бизнесом было плохо, то есть он последние 15 лет как минимум вообще ничего не строил, ничего не развивал. Это все накрылось медным тазом, а он ушел в шоу-бизнес. Ну, та же история, что вот с нынешним президентом Украины. И что может сделать президент-шоумен на посту президента? Вот посмотрите в Украину, и вы поймете. То есть, по большому счету, представителям украинской диаспоры в штате Пенсильвания я могу задать теоретический вопрос. Вот представьте ситуацию, у вас появились деньги лишние, вы хотите куда-то инвестировать. Вы приходите в компанию, которая управляет деньгами, вам дают блогера, то есть вам дают специалиста по этому делу, и вы у него спрашиваете, расскажите о вашей трудовой деятельности до сих пор, ваших успехах и так далее. И вот он рассказывает вам. Я начал, так, собрал $500 миллиарда, потом их всех просадил, у меня 6 банкротств, теперь давайте ваши деньги, я теперь буду ими управлять. У меня вопрос. Вы такому блогеру дадите свои деньги, чтобы он ими управлял? Тому, кто просадил $500 миллиарда, 6 банкротств, потом начал жить вся его организация на какие-то темные деньги из России, вы ему дадите управлять свои деньги? Я думаю, что ни один нормальный человек на это не отважится. Так как же можно избирать такого человека в президенты, который будет располагать, распоряжаться бюджетом страны? Но я никак не могу это понять. Чисто логической точки зрения. Тем более, что на своем посту первый срок в области экономики, чем он себя проявил? Он оставил страну в хаосе, в том числе и в экономическом. Ну да, там был ковид, это внештатная ситуация и так далее. Но он не показал себя, он не финансист. Он даже не девелопер уже не менее 15 лет. Он человек, просадивший $500 миллиарда и потерпевший 6 банкротств. Да его на пушечный выстрел к деньгам нельзя подпускать, тем более к государственному бюджету. То есть вопрос закрыт. Следующее касается экономики. Благополучие всех нас, граждан Соединенных Штатов Америки, в значительной степени зависит от того, что доллар является мировой валютой. А для этого, для поддержания этого статус-кво, хочешь не хочешь, но Америка должна играть активную роль на международной арене. План же Трампа уйти отсюда, с международной арены, запереться в своем дворике и отгородиться от внешнего мира. Что получится? Вакуум, он долго не просуществует. Туда влезет Россия, туда влезет Китай. Они уже планируют в рамках БРИКС замутить какую-то свою собственную валютку, а если Америка уходит, то вот вам, пожалуйста. То есть скоро там появится или тугрик международный, или деревянный рубль появится, или рублевый юань, или какая-нибудь другая хрень, а доллара не станет. На этом все благополучие Америки рухнет. И это хочет сделать человек, который сейчас идет в президенты Соединенных Штатов Америки. То есть выбирать его с точки зрения экономических интересов каждого украинца, каждого американца, так по большому счету, это самоубийство. Просто самоубийство. Вот подумайте еще раз, когда пойдете голосовать, подумайте, вот дали бы вам его в брокеры, вы бы ему дали хоть $500 для управления своими деньгами. И еще очень важно, ну, может быть, кто-то скажет, для прикола дал бы. Не надо для прикола. Спросите у граждан Украины, что значит выбирать президента для прикола. Это потом может кровавыми слезами обойтись все это.
Затем, внешняя политика. Как сказали некоторые украинцы, справедливо сказали Джошу Рогину, когда он посещал Филадельфию, что их не устраивает. Вот люди по всем параметрам, они готовы были бы голосовать за Харрис, но их не устраивает одно. Она говорит, что будет, в принципе, продолжать ту же политику по всем направлениям, что Байден. И это касается и Украины. Ну, во-первых, это не совсем так. Да, она так сказала. Но она сказала, потому что вы же знаете, как она появилась в качестве кандидата. Это благодаря Байдену. И не может теперь человек, ну, чисто так, с точки зрения порядочности, она должна быть как-то так благодарна, с уважением относиться. Вице-президентом была при Байдене 4 года. Но теперь не может сказать, я отхожу от этого, я буду другую политику. Ну, то есть резко она не может это сказать, потому что они скажут, да, неблагодарная, там, да, как ты можешь, там, и так далее. Во-вторых, здесь же тончайший баланс сил. Вот скажи, да я сейчас завалю по второго дня Украину самолетами, ракетами, танками и так далее, да мы до конца Москву возьмем, до основания к чертям разрушим. А Трамп уже кричит, уже несколько недель по подсказке из Москвы, я вам предупреждал, что эта подсказка будет, о том, что придет Камала Харрис, будет Третья мировая война. То есть ей надо быть очень осторожным, когда она говорит о увеличении, о радикализации помощи Украине, потому что Трамп тут же будет вопить о том, что она ведет дело к Третьей мировой войне, и тогда другие американские граждане, не из украинской диаспоры, напуганные, проголосуют Байдена, типа черт с ним, с этим идиотом, только бы не было бы Третьей мировой войны. Поэтому она испытывает, я ее понимаю, что ей нужно формулировки делать очень деликатные. И она их делает. У нее второй очень скользкий вопрос. Ближний Восток. Там палестинцы, с другой стороны, это израильтяне. Как там между ними? Понимаете, да? Очень сложный вопрос. И я вам рассказывал о конкретном штате Мичиган, в котором громадное количество, ну, самый крупный штат, где находится много палестинцев, избирателей палестинцев. И тоже это свинговый штат, который хорошо бы, надо бы выиграть Камале Харрис. И по всем параметрам она должна была бы выиграть, но вот этот вопрос в Ближнем Востоке. И ей приходится лавировать между одной стороной, израильтянами, и тем, что происходит в секторе Газа. И это получается. Я вот вначале вам видео рассказал, что о той позиции, которую занял Нетаньяху, он не будет наносить удар по нефтяным объектам, хотя еще 2 недели назад именно о них шла речь, когда были сняты ядерные объекты. Возникли нефтяные, а сейчас и нефтяные снимут. То есть израильское правительство все понимает и, судя по всему, идет навстречу Камале Харрис. С другой стороны, буквально последние 24 часа, это то, что мне говорят инсайдом оттуда, она уговорила Байдена в том, чтобы никакая помощь существенна Израилю, помощь имеется в виду та, которая имеется в виду помощь наступательным оружием, летальным оружием. Так вот, никакая помощь не будет предоставляться, пока, значит, Израиль не разрешит полномасштабную или широкомасштабную гуманитарную помощь в сектор Газа. То есть ведутся вот такие очень деликатные переговоры. Харрис, компания и Белый дом понимают сложность ситуации, приходится, вот видите, обходить многие углы острые, лавировать между разных огней. Но, так, по большому счету, Трамп и Венс – это однозначно враждебное отношение к Украине. Если они так и сделают, видите, ему Орбан уже помогает, они уже выполняют этот план путинский. На второй же день Трамп прекращает помощь, Венс становится главным по украинской политике в администрации, и все. И все. Украины нет. Исторической родины у нас, у украинской диаспоры в Соединенных Штатах, она исчезает. Исчезает историческая родина. Вот и весь вопрос. То есть тут приводится мнение в этой статье в Вашингтон-Пост священника Украинской православной церкви в Филадельфии, по-моему, где он говорит, что голосовать за Трампа – это высокая степень риска. Но есть надежда, что он может при высокой степени риска все-таки
противостоять Путину. Господа, забудьте об этом. Я вам говорю, я занимаюсь, изучаю этого человека, я имею в виду Трампа, с 1988 года. Нет никаких шансов, что он будет противостоять Путину. Он в кармане у Путина. Я вам выложу очередное видео, оно у меня уже было, я его перезалью, чтобы освежить ваши знания и впечатления. Многие забываются. Они будут на этот раз, в 2016 году они пили шампанское, сейчас они будут пить все до умопомрачения в Кремле и на пропагандистских каналах, потому что радости их не будет предела в Москве. Это будет, ну вот как Гитлер, как Геббельс ждали, что умрет Рузвельт и все развалится, вся коалиция. Так сейчас Путин ждет победы Трампа, это будет его мечта. Нет никакого шанса. Это, понимаете, это на зеро поставить, то есть шансов на то, что Трамп, рисковый Трамп, пойдет против Путина, шансов ноль. Камала есть вариант, хоть какой-то, но он есть, она выразила его уже. Трамп пока ничего не выразил. Я не слышал от него даже намека на то, что он может что-то делать. Зачем мы будем придумывать за него, что он может что-то сделать, хотя он сам об этом ничего не говорит. Вот я сейчас процитирую из этой статьи мнение жителей северо-западной Филадельфии Роман Страковский, который приехал в США в 90-е годах. Ему 42 года, и он сказал: президентские выборы этого года – это экзистенциальный вопрос для Украины, потому что если Трамп победит, он может отрезать страну от помощи, что будет катастрофой. Не может, а точно отрежет. Он уже сам сказал. И он, и Венс сказал. Поэтому такая модальность может. Не может, а отрежет. Но, по словам господина Страковского, Харрис не удается убедить украинскую общину, потому что она не хочет признавать недостатки нынешней политики. Но я вам об этом сказал. Понимаете, если бы она шла не из администрации, а сама по себе и не благодаря Байдену, то она могла бы эту политику клеймить и разбивать вдребезги. Но тут и чисто по-человечески. И потом бы ей сказали бы: клеймо на лбу, а чем ты занималась 4 года, теперь неблагодарная, выдумываешь и льешь грязь на голову твоего благодетеля. Ну, это понятно. Ну, и еще вот то, что я вам объяснял. Острые углы. То есть говорить, я буду оказывать решительную помощь для разгрома Путина Украине, это значит помогать Трампу, создавать ему возможность орать, что Харрис ведет дело к Третьей мировой войне. Поэтому надо очень осторожно. Но еще раз повторяю, Харрис сказала, что будет, а этот же не сказал ничего. То есть он сказал, что он Путину все отдаст. Первое, что он сделает, он закончит помощь Украине, ну, а потом посмотрим, сказал он. Ну, а что там смотреть? 2 месяца, 3 месяца, и все, и нет Украины. Дальше, значит, господин Страковский говорит: если Трамп хочет привлечь на свою сторону украинскую общину, ему следует объяснить, как именно предложенный им мирный план удовлетворит требования украинцев о победе над Путиным. Да нет у него плана никакого. Он же его не объяснил. Это не план. На следующий день сказать Зеленскому, что помощи не будет. Иди договаривайся с Путиным. Точка. Вот весь план. А там потом, значит, если Путин не захочет, я скажу, что дам страшную помощь Украине. Да не скажет так Путин. Путин скажет: я хочу договариваться, давайте. Они уходят с 4 полностью областей, безъядерная Украина, никакого НАТО там и так далее. Ну, в общем, капитуляция. А потом Трамп будет говорить: да я готов, но я же веду переговоры, это они виноваты. И все. А там 3-4 месяца, все, нет Украины. Дальше. Все понимают, цитата, я продолжаю, что президентские выборы в США повлияют на будущее Украины, но мало кто осознает, что готовность кандидатов поддержать Украину может определить исход выборов, говорит Роман Страковский из Пенсильвании. Кто бы ни победил в Пенсильвании, он, скорее всего, станет президентом. Украинские избиратели в этом штате могут склонить чашу весов в ту или иную сторону, и время для того, чтобы Трамп или Харрис смогли доказать свою правоту, истекает. Прошу прощения, вот эту последнюю фразу, это сказал не Роман Страковский, это резюме, вывод поездки Джоша Рогана, это заключение его статьи. Вот на этом, господа, я и хочу закончить это видео. Если я могу что-то подробнее еще объяснить,
Дайте мне знать через обратную связь, через ваши посты. Готов, готов. Хочу только подчеркнуть. Вот до сих пор мы говорили, что на полях сражений в Украине решается судьба мира. Да, это так, по большому счету. Но вот сейчас, в краткосрочном плане, до 5 ноября, судьба мира решается здесь, в Соединенных Штатах. Прежде всего, вот, вспоминая Чикен Киев или котлета по-киевски, она решается в штате Пенсильвания, и решать его будет украинская диаспора, украинцы. Единственная моя надежда на здравый смысл – это нация героев, как она показала себя на полях сражений в Украине. Это нация, которой не надо царь, не нужен даже президент по большому счету, ей не нужен диктатор, который будет управлять. Это нация, которая в сложные минуты истории может самоорганизоваться. Чем она занимается? Но я думаю, сейчас стоит перед ней великий вопрос. Быть или не быть Украине как государство. Вот на этом я хочу закончить это видео, дорогие друзья. И, как всегда, слава Украине и вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. А вам, как обычно, выдержки, мужества, твердой веры в нашу победу и здравого смысла при принятии, не боюсь громкого слова, исторических решений. До новых скорых встреч!